Здравствуйте! Сегодня хочу показать, как варят турецкое кофе. Это целая традиция, и есть ряд нюансов при варке, также при употреблении этого напитка. Итак, по порядку. Берем кофе, оно выглядит вот так, и нам нужен кофейник. В моем случае кофейник электрический, а бывает кофейник глиняный, фарфоровый, керамический, чугунный. Кофе готовят на раскаленном угле, на песке, а также на газовой плите. У меня, как я уже сказала, кофейник электрический, и мой способ самый легкий. Итак, на одного человека берем кофе, одну ложку с горкой и ложим в кофейник. Сегодня буду делать на двоих. Чтобы вы понимали, у кофе специфический вкус, горький, поэтому те, кто хотят, могут подсластить его с помощью сахара. Я буду делать без сахара, а те, кто хотят немного слаще, добавляют на одного человека вот столечко сахара. Сверху наливаем холодную воду. На одного человека 1 кофейная кружечка воды. Перемешиваем ложечкой, чтобы не было комочков. Ставим на огонь и ждем первых пузыречков. Сразу хочу сказать, что кофе нельзя кипятить долго. Как только увидим, что вот-вот оно закипает, убираем с огня. Почему мы это делаем? Если кофе прокипятить очень долго, оно потеряет всякий вкус, не будет пены и будет очень горьким. Поэтому не отходим и следим. Как только начинает закипать, сразу убираем с огня. Примечательно, что в Грузии пьют точно такой же кофе. Отличается только вкус. Он намного горький, на мой взгляд, а способ варки такой же. И вот кофе готово. Разливаем по чашечкам. Разливаем аккуратно, чтобы пена не рассеялась. Обычно сначала пена разливается, а потом уже кофе. Но у меня в этот раз получилось по-другому, и вся пена осталась на дне. Поэтому будем аккуратненько сливать ее. Пена в кофе обязательно должна присутствовать, иначе это кофе недостойно похвал. После того, как кофе разлили по кружкам, на край тарелки кладут что-нибудь сладкое, можно маленькую шоколадку, и подают с водой. Эти стаканы из-под воды очень похожи на наши, которые мы используем по другому назначению. У них так принято, что кофе подают с холодной водой, и вода должна быть в маленьких стаканчиках. И после того, как выпьют кофе, некоторые девушки гадают на кофейных гущах. Для этого они закрывают кружку крышечкой, то есть вот этой чашечкой, взбалтывают и переворачивают. А после того, как кружечка охладится,
открывают, смотрят и гадают. А кофейную гущу на дне тарелки используют как скраб для лица. На этом у меня все. До новых встреч!